снова я, как и обещала, Фати. Кто не смотрел первое видео, продолжаем тему отношений. И сегодня, наверное, мы коснемся глубже, как же все-таки понять, в каких отношениях вы находитесь. Как понять, насколько они здоровые, токсичные. Есть определенные знаки, критерии. Поэтому вот с Викторией мы решили поразмышлять на эту тему. Виктория, какие у тебя есть на этот счет мнения? Психопат, нарцисс, нарушенный человек активно продавливает границы, понижает вам самооценку, устанавливает контроль и погружает вас в чувство ничтожности и беспомощности. Его цель – разрушить вашу личность, чтобы легче было вами пользоваться. Разрушение личности женщины. Что она вообще делает? Как проживает свою жизнь? Нахуй посылать? Ну да, ты жестко всегда. Жестко. Жестко. Хорошо. Ну да, вот это как раз, да, признак, это ваше состояние, внутреннее состояние, если оно вот такое негативное, никчемное и лишенное смысла жизни, вы живете в страхах, это сильные токсичные отношения, то есть там вот уже уровень высокий яда. Вот. И что здесь важно понять? Вот почему я увлекалась древними знаниями. Ты в курсе, что во всех вот религиях, да, древних есть такой аспект богини Кали. Кали, а в древнеегипетской мифологии это Сихмет, это львица, огненная богиня, которая появляется в моменты, когда происходит вот что-то несправедливое и начинает искоренять. То есть она сжигает своим гневом вот эту вот разрушительную силу, разрушающую силу ее. Вот, поэтому нужно об этом знать, дорогие женщины. То есть одно дело, вы такая покладистая, такая, скажем так, вы стараетесь сохранить семью, да, всеми силами, способами. Что происходит? Вы себя разрушаете таким образом. И в какой-то момент она включается спонтанно. Ну, у меня такое было. У меня такое было. И ну, здесь надо знать, что эта сила очень мощная. То есть если ты не умеешь управлять вот этой силой, ты можешь разрушить все вокруг. Себя, его, отношения, там, не знаю. То есть в какой-то момент у вас врубается так, я больше так не хочу, я это терпеть не буду. И вы начинаете кричать, истерить, показывать какое-то свое другое лицо, да, вам уже все равно. И в этот момент может произойти обратный эффект. То есть мужчина, он как бы от неожиданности отскакивает, говорит, как это так? Такая вся спокойная превратилась в мегеру, в львицу. И увидев вот такую реакцию, вы думаете, ага, сработало. И вы начинаете этим пользоваться. Вот тут вторая ловушка, когда ты думаешь, что с этой помощью ты выстроишь отношения, нифига. И, допустим, вы что-то захотели, вы там поистерили, покричали, и вы получили вот эту плюшку. Но после этого вы становитесь абьюзером. Понимаешь, как вот это? Да, ты уподобляешься. Вместо того, чтобы эту силу использовать на то, чтобы разрушить вот это невежество, вы начинаете пользоваться, да, для своих каких-то хотелок. Понимаешь, вот в чем здесь загвоздка, да? Можно эту силу использовать женщине, но она должна знать, в каких ситуациях. Если ты, допустим, строишь мужика, в конце концов он перестанет быть мужиком. Так же происходит. Баба Гром, что она делает? Да, абьюзит. Поэтому здесь вот нужен баланс. Вот
про это обязательно нужно, ну, как бы знать, помнить, задумываться, что вот вас строили, 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 а потом вы в какой-то момент вам надоело, вы выпустили вот свою вот эту энергию, и вы начали строить, 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 и в какой-то момент ему надоедает, он обратно, то есть это вот такие качели, туда-сюда, туда-сюда. И этому конца не будет. Это вот американские горки. Но что тогда делать? Как выходить из токсичных отношений? Вот как? По поводу вот этой энергии, обязательно прочитайте про древнеегипетскую богиню Сихмет, про богиню Кали. Это вот такие интересные женские проявления, которые разрушают невежество. Как я уходила, это вообще трэш, конечно, как я уходила от него. Я тебе рассказывала, как я уходила? Я тебе не рассказывала? Нет, расскажи. Не рассказывала? Но все дошло до точки, когда дальше уже, ну, знаешь, вот если ты можешь сесть о чем-то поговорить, договориться, это одно, но разговоры, они все рассыпаются. Рассыпаются? Да, то есть ты садишься как взрослый человек со взрослым и говоришь, давай скажи, что тебя не устраивает, раз, два, три. Окей, все, я поняла. Меня не устраивает, раз, два, три. То есть мы пообщались, меня не устраивает, что ты вот так делаешь, мне неприятно, мне больно, я вот, ну, вот это я уже не могу выносить. Да, хорошо, я все, больше не буду. Что тебя не устраивает? Меня не устраивает, что ты там то-то, то-то, то-то. И я начинаю тоже со своей стороны, хорошо, я буду прикладывать усилия, чтобы вот здесь, там, допустим, лишний раз тебя о чем-то спросить, можно ли так или по-другому. То есть вроде бы поговорили, на следующий день весь разговор в пух и прах. То есть там никакие договоренности не работают. Вы не можете рассчитывать, что мы вот о чем-то договорились, и теперь будем этого придерживаться. Нет. Он еще пользуется этим. Да. И когда ты понимаешь, что исчерпан человеческий язык, и дальше манипуляции продолжаются, да, ты вроде уже думаешь, я вот это попробовал, это все. И все равно наезды продолжаются, и все равно недоверие, проверки, там в телефон лазит, что-то там, параноидальная ревность какая-то. И в какой-то момент уже в разборках я просто резко принимаю решение, что все. Но я не думала, что все это, вот я выйду из дома и просто не вернусь. Вот так, понимаешь? То есть я подумала, ну все, надо собирать чемоданы и уходить, разводиться. Но я вот вышла из дома, и я просто уже все ушла. Понимаешь, это вот такая красная черта, красная линия. И, конечно, до этого лучше не доводить. Восстанавливалась я с помощью работы. Я просто с головой в работу ушла. Вот какой-то период я с утра до ночи работала, и это меня спасло. Но если остаться со своими мыслями, либо нужно куда-то уезжать резко, либо надо обращаться к психологу, допустим, да, сразу и как-то вот проходить какую-то терапию, либо чем-то отвлечься, либо окружить себя там какими-то людьми. Но в любом случае после ухода обязательно нужно какие-то вот действия предпринимать, чтобы не возвращаться. Потому что обычно женщина уходит, возвращается, потому что ей страшно все новое, вот эти перемены, да, это там очень много нюансов, у кого что. В моем случае, это такое было уже жесткое решение, потому что я полностью потеряла надежду, что можно что-то выстроить из этих отношений. То есть все попытки были предприняты, и когда уже все было исчерпано, у тебя такое твердое, железобетонное решение, что все. И чтобы вот это железобетонное решение оставалось на месте, чтобы его не расшатывали, нужно просто изолировать, то есть не общаться с человеком. Если вы будете общаться, вот это железобетонное решение будет снесено.
Да, 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 да. Потому что вообще женщина по природе в основном все эмпатичные. И каждая вот на уровне, там, не знаю, инстинктов сохранить семью, чтобы дети были при отце, там, вот это все приоритеты. И что бы ни происходило, вот эта установка, она постоянно влияет на твое решение. А как же так? Вот сразу возникает чувство вины. Вот как я эгоистично, вот я как бы ухожу, да, не думаю о детях и так далее. Это всегда. Вот, даже если ты знаешь, что отношения токсичные, там, ужасные, абьюзивные, все равно у тебя вот эта установка в голове, она очень сильно мешает тебе принимать решения, ну, видеть реальность. Ты думаешь, все наладится, я, может быть, здесь себя там не докрутила, не доломала, не долюбила. Ну, вот это вот весь бред, который, ну, это даже не то, что бред, да, это вот... Морок, это их морок. Ну, ну, вообще раньше это было актуально, сохранить семью. Согласись, да, когда вот военные годы, кто думал о себе? Тогда, да. Растительная жвачка. Да, тогда женщины, да, сохраняли семьи, потому что тогда это было актуально. А сейчас актуально быть счастливой, да, и развиваться, потому что сейчас информация о том, как строить отношения, есть, да, есть знания по психологии, есть информация, как не попадаться на этих абьюзеров, как себя проработать, как исцелить свои травмы. Все это есть. И если вы захотите, ну, жить счастливо, вам все инструменты предоставлены. Но если вы не хотите брать ответственность, вот, кстати, про ответственность сейчас скажу. Я вот каждый раз себе говорила, это же моя ответственность, что я сделала такой выбор. И я пыталась понять, что значит ответственность. Это значит, что я должна с ним жить? Или что значит ответственность? Вот ты выбираешь какого-то человека, да, и он оказывается абьюзером. И как вообще взять ответственность и выйти из этих отношений? Нужно понять, с помощью каких установок ты зашла в эти отношения. То есть, что руководствовалось тобой? Ты же, когда делала выбор, ты же на чем-то это основывала, этот выбор. И тебе обязательно нужно разобраться. Вот когда я выходила замуж, что лежало в основе вот моего решения? Создать семью, возраст уже там подошел, детей надо родить, ну и так далее. Вот если вы разберетесь, и если вот эти вот критерии послужили решением для того, чтобы выйти замуж за этого человека, то, конечно, нужно брать ответственность и сказать себе, да, я ошиблась, да, это не тот человек, да, у него не те качества, мне с ним нехорошо, я с ним несчастлива. И брать ответственность за выход из этих отношений. Понимаешь? Берешь ответственность за то, что ты в них зашла, и точно так же ты берешь ответственность за выход из этих отношений. Тебя никто не вытащит. Тебе могут помочь. Если ты обратишься к кому-то, ты можешь найти тех, кто тебе может помочь. Ты можешь найти знания, да, с помощью которых ты сможешь как-то вот осознать свой неправильный выбор. Но тебя за уши никто вытаскивать не будет. Это 100%. И здесь вот перед женщиной всегда стоит выбор. То есть выбор, что выбрать? Твое собственное достоинство или какие-то плюшки? Вообще, вот перед каждой женщиной, я думаю, что встанет этот вопрос. Что ты выберешь? Какие-то бенефиты, какие-то, не знаю, хотелки?
Если, конечно, если мужчина адекватный и он не покушается на ваше достоинство, то все нормально. Здесь речь идет о здоровых отношениях. Но если это не здоровые отношения, это всегда атака на ваше достоинство женское. Вы это постоянно будете чувствовать. И причем это происходит иногда очень заметно, а иногда очень завуалированно. То есть когда мужчина узнает о том, что вы любите, да, какие-то хотелочки, какие-то там, не знаю, триггеры, да, которые запускают: о, как я вот этого лишусь, если я от него уйду, у меня вот этого не будет, вот этого не будет. И понимаешь, это вот доходит до точки кипения. И каждый раз, когда ты делаешь выбор в пользу вот этих плюшек, и твое достоинство растаптывается, такая атака, всегда будет атака на достоинство. Абьюзер как раз воздействует на вашу вот психику, чтобы вы полностью потеряли доверие к себе. Доверие и уважение. То есть для вас это нормально, когда на вас кто-то кричит и оскорбляет самыми последними словами. То есть это становится своего рода нормой. Понимаешь? Это же страшная вещь, да? Вот ты понимаешь, что в этот момент, когда на тебя сыпется вот это все, что ты можешь сделать? Ты же не полезешь в драку, драться. Ну, физически ты не сможешь побить. И тебе остается только молча там терпеть. Ну, в крайнем случае ты тоже можешь покричать, там, в ответ там кинуть такие же слова. Но это ты делаешь с позиции слабости, то есть у тебя ничего другого не остается. Но в нормальной ситуации ты никогда первая не лезешь, ну, если ты адекватная. Просто есть женщины, тоже абьюзеры, которые первые начинают, есть же такие. Вот. Если мы говорим про обратную сторону, то оно работает точно так же. Поэтому человек, который все время атакует ваше достоинство, это у вас всегда будет выбор, что выбрать: плюшки или достоинство. И когда ты выбираешь постоянно плюшки, какие-то материальные там зависимости, хотелки, приоритеты, вот семья, вот дети, вот надо как-то, вот и вы себя задвигаете назад, в какой-то момент все. Если если внутри вы созрели, да, что да, я не могу себя чувствовать полноценно, если я не буду чувствовать свое достоинство, да, я не ощущаю себя даже живым человеком, я просто как биоробот существую. И в этот момент внутри вас пробуждается вот эта сила, и вы на все готовы, там, не знаю, спать на улице, на матрасе, но никакие плюшки. А, кстати, вот сколько историй про этих жен олигархов, да, которые сбегали из золотых клеток. Сколько историй. Это же говорит о том, что никакие материальные блага нельзя ставить выше самоуважения. Вот нельзя и все. Вот если есть такая крепкая установка у женщины внутри, она, в принципе, никогда не свяжется с абьюзером. То есть на входе уже она сразу отсеет. Скажет: нет, все. Либо он отсеется. Поэтому взращивайте вот эту вот, как это называется, самоценность. Вот эту, нужно ее подпитывать постоянно. Нужно разбираться, где она у меня, почему ее нету, почему она потерялась, вот эта самоценность. Это детские травмы, однозначно. Это в детстве там говорили очень много того, что в какой-то момент женщина почувствовала себя ущербной. И вот с этой ущербностью вот точно в Египет не надо ехать. Да, знакомство онлайн, у меня вообще нету никакого опыта знакомства онлайн. То есть для меня это пока что табу, как бы слишком высокий риск, да, того, что ты можешь нарваться на непонятно кого. Но если кто-то рассчитывает на такие знакомства, вы в зоне риска точно.
И вы в зоне риска, если у вас есть вот детские травмы, если вы эмпатичная женщина, такая любящая, прощающая, если мнение других вас так сильно заботит, что вы готовы там иногда уступать, вот вы в зоне риска. Вот с такими установками, с таким характером ехать сюда опасно. Ну, и кто рассчитывает на отношения, я про это говорю. Потому что здесь, в принципе, водятся вот охотники за такими удобными женщинами. То есть рассчитывать, что вот я такая распрекрасная, такая вся, не знаю, порядочная, любящая, и это оценят? Нет. Если вы боевая, вы за себя умеете постоять, да, вы не в зоне риска, вы всегда отстоите свои границы, и, скорее всего, наоборот, притянется тот, кого вы сможете строить. Такие тоже есть мужчины, которые подстроятся под женщину, да, и будут соглашаться на вторую роль, скажем так. Такие тоже есть. То есть... Что здесь важно все-таки понять? Важно понять, что если, допустим, вы хотите счастливых отношений и у вас есть травма, дорогие женщины, вот 100% нужно лечить свою травму, прежде чем заходить в отношения, либо это будет печальный опыт. Так что, Виктория, всем на лечение к психологу. Да, я серьезно говорю. Ну, мы так в шутку шутим, но это не шутка. Это выбраться из отношений очень-очень сложно. Нереально. Нереально. То есть вам нужно проявить такую силу самообладания, и все должно сложиться, потому что ты же знаешь все эти истории про бегство, про то, как там мужчина избивал женщину, и она еле-еле вырвалась. Ну, есть такие тоже, к сожалению. Очень опасно, на самом деле. Эта ситуация с нашумевшей историей просто показывает, это, знаешь, такой срез вот этих отношений и апогей, вот до чего это может дойти, до какой ужасной, трагичной точки. То есть женщина постоянно выбирала что-то вместо себя. Блага, да, статус, деньги. И она думала, что она поступает правильно, не выбирая себя. То есть ничего не должно стоять выше вас. Но это не говорит о том, что вот я такая королева с короной, да, я такая вся, вот все должны стелиться. Нет, это не про это. Это про здоровую самооценку. То есть вы знаете, что такое в норме здоровые отношения. То есть ни вы не унижаете, ни вы не унижаете, ни вас не унижают, ни вы не оскорбляете, ни вас не оскорбляют. То есть это всегда игра с двух сторон. То есть, я слышала часто, женщина говорит, это я сама абьюзер, но это тоже ненормально. Здесь вот кто-то вышла замуж и говорит, я сама являюсь абьюзером для своего мужа. Но это тоже, это повернется обязательно в какой-то момент. Это вот переворачивается, и все, качели качнулись в другую сторону. Поэтому во взрослых отношениях это всегда про доверие, уважение, любовь, вот это вот, сбалансированное отношение. Даже если оба человека, и мужчина, и женщина, здоровые в плане психики, все равно не просто строить отношения, все равно нужно прикладывать очень много усилий. А про нездоровые там, И всегда идет манипуляция, да, семья, дети, как же дети. Вот это вот большое заблуждение, что ради детей строить семью и ради детей вот это все терпеть, оно, конечно, никому не приносит счастья. Фатима, вопрос. Почему женщины, которые приезжают сюда, очень меняются?
А какие они приехали? Они были веселые, добрые, белые, пушистые, и стали злые, колючие. Но тут вообще все очевидно. А, Но знаешь, ну ты же видишь на улицах, какие люди, да, работают. Даже, ну, это туристический город, и здесь такой вот диссонанс, когда все росли в других условиях, ну, где все было закрыто, женщины закрыты, совершенно другой менталитет. И тут они попали в туристический город, открытые женщины, улыбающиеся в каких-то открытых одеждах, у них крышу сносит, и они начинают цепляться, они постоянно достают, и женщине ничего не остается, как грубо всех отшивать. И вот она становится такой грубой, колючей, такой уже запаренной, вот просто уже все, она идет и про себя думает, все меня задолбали. И вот с таким лицом, вот, ну, кто-то, допустим, что-то хочет спросить, она уже отвалит. И вот на таком настроении пребывает долгое время, оно становится как уже вторая натура. Проанализировать все и включать вот такое поведение, где нужно, и выключать не получается. Слишком часто приходится обороняться, защищаться. И сложно, да, вот если человек с собой не работает, ну, женщина, здесь же нету таких вот комьюнити, не знаю, какие-то тренинги женские, клубы, где ты можешь пойти проговорить все это, какое-то культурное развитие отсутствует практически, поэтому длительное пребывание в таких условиях огрубляет ум, восприятие. Но вот длительное пребывание в таких условиях и влияет на самоощущение, поведение. Это огрубляет ум, восприятие. И очень сложно переключаться все время с одного на другое. То есть ты уже привык, что постоянно кто-то до тебя докапывается, и ты врубаешь вот эту вот мегеру условно, да, и ты начинаешь вот даже с этим лицом ходить со всеми, через такой фильтр общаться. И дальше это уже настолько вживается, вот как вторая натура, ты уже в магазинах грубишь, таксистам грубишь, этим грубишь, тем грубишь. Ты вот... Мы сейчас обобщаем. Конечно, я не говорю про всех в принципе. Я говорю, вот тенденция какая происходит, потому что столкновение разных менталитетов. Мы, допустим, знаем, где как себя вести у себя на родине. Здесь, так как мы не знаем, мы врубаем вот эту вот грубую мегеру, чтобы никто ко мне не докапывался. И вот с таким вот настроем женщина, да, меняется. Это не мы не знаем, это просто они переходят границы. Да, но согласись, что все-таки мы выбрали это место для чего-то. И, конечно, важно анализировать. Вот я начала анализировать, когда я, стала замечать, что я очень грубая стала. Я там, допустим, грубо отвечу, грубо этому скажу. И думаю, так, я включаю вот такое поведение, где надо и где не надо. И с этого момента я начала копаться в себе. Вот еще такой момент. Не всем доступна вот эта опция самоанализа, да, испытывание сложных эмоций. Вот мы обычно испытываем простые эмоции, мы их как-то можем распознать, но вот эти сложные эмоции, почему я себя веду таким образом, себя разобрать, да, пересобрать, вот таких навыков у нас нет. Эти навыки у меня появились после проработок. Я занималась йогой, медитациями, потом психологией увлекалась, потом прошла тоже какие-то проработки, терапию. И в итоге обнаружила, что теперь у меня есть определенная способность к самоанализу и отслеживать, в каких ситуациях у меня включается вот эта вот грубая мегера, которая готова. Кстати, это очень
необходимое качество. Реально, оно нужно, что иногда те люди, которые переходят границы, да, их именно таким образом нужно и останавливать. Готовностью себя защищать всеми способами. То есть, но это не означает, что ты должна быть такой все время. И к тебе человек адекватно относится, а ты такая дыдыщ по башке. Вот. Так что вот информация для размышления. Там, если кто-то замечает в себе вот такое. Я мужчинку засмущала. Своей фривольностью. Что еще рассказать? Шикарно. Что еще интересного рассказать? Кстати, вот сейчас расскажу случай интересный про защитную реакцию женщины. Вот я такое видела несколько раз, когда работала в отеле. Женщина, египтянка, она так орала, что прямо стены дрожали на ресепшене. И там все остановились, все люди, туристы, европейцы, все русские, там ресепшн большой, и все смотрели на нее. Ей вообще было по барабану. Она орала на всех истошным криком, то есть такой голос, как будто ее избивают. И я думаю, что случилось? Что вообще там произошло? Я думала, что-то страшное произошло. А ей просто номер не понравился. Понимаешь? Это вот такая гипернеадекватная реакция. Она показывает, что, может быть, ее так сильно доставали в детстве. Я так предполагаю, да, это часто происходит. И у нее вот эта защитная функция срабатывает там, где надо и не надо. И вот таких вот криков неадекватных женщин я видела несколько раз, когда ни security, ни менеджеры не могли успокоить. Вот она пока там не выкричала все, что хотела, и никто ничего не мог сделать с ней. Вот, это вот про менталитет, про способы решать вопросы. Так что, Виктория, ящик Пандоры. Да, еще один случай могу рассказать. Значит, да, какая-то женщина, местная египтянка, обнаружила, что там муж с кем-то, видимо, переписывался, вот, а она отдыхала в отеле. И, значит, как-то она узнала, пришла и представилась подругой. И в итоге она побила вот эту туристку. Понимаешь, вот такие ситуации происходят. Чтобы вы понимали, да, здесь вот Египет, не нужно себя связывать с непонятно с кем. То есть будьте аккуратны. Вот представьте, вы приехали в отель, там с кем-то попереписывались, и вы там в своем номере, какая-то женщина приходит и вас избивает. Оказывается, это жена вот того, с кем вы познакомились. Может, он скрыл, что он женат. Кто его знает. Просто будьте очень аккуратны в своих контактах. Вот я так скажу. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!